Мороз Иванович. В одном доме жили две девочки, рукодельница да ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка. Рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставши с постели за дело принималась. Печку топила, хлеба месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, сбоку на бок переваливалась. Уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья: «Нянюшка, надень мне чулочки. Нянюшка, завяжи башмачки». А потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать. Сколько прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем заняться. Ей бы в постельку, да спать не хочется. Ей бы покушать, да есть не хочется. Ей бы к окошку мух считать, да и то надоело. Сидит горемычная и плачет да жалуется на всех, что и скучно, как будто в том другие виноваты. Между тем рукодельница воротится, в воду процедит, в кувшины нальет, да еще какая затейница. Коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее воды. А вода-то, знай, проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная. А потом рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет. И не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда. То за тем, то за другим делом, а тут смотришь, и вечер, день прошел. Однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись. Упало ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье. А нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая. Говорит: «Сама беду сделала, сама и поправляй. Сама ведерко утопила, сама и доставай». Нечего было делать. Пошла бедная рукодельница опять к колодцу. Ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо приключилось. Едва спустилась, смотрит. Перед ней печка, а в печке сидит пирожок. Такой румяный, поджаристый. Сидит, поглядывает да приговаривает: «Я совсем готов, подрумянился. Сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет». Рукодельница, немало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху. Идет она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят: «Мы яблочки наливные, созрелые. Корнем дерева питались, студеной росой обмывались. Кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет». Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник. Рукодельница идет дальше. Смотрит, перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой. Сидит он на ледяной лавочке, да снежные комочки ест. Тряхнет головой, от волос иней сыплется. Духом дохнет, валит густой пар. «А, — сказал он, — здорово, рукодельница, спасибо, что ты мне пирожок принесла.
Давным-давно уж я ничего горяченького не ел». Тут он посадил рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили. «Знаю я, зачем ты пришла», — говорит Мороз Иванович. «Ты ведерко в мой студенец опустила. Отдать тебе ведерко отдам. Только мне ты зато 3 дня послужи». «Будешь умна, тебе ж лучше. Будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь, — прибавил Мороз Иванович, — мне, старику, и отдохнуть пора. Поди-ка приготовь мне постель. Да смотри, взбей хорошенько перину». Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда. И двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками. Солнышко на них сияло, и все в доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый. Холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать. А между тем у ней, бедной, руки окостенели, и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут. И холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего. Работают бедные люди. «Ничего, — сказал Мороз Иванович, — только снегом пальцы потри, так и отойдут, не отзнобишь. Я ведь старик добрый, посмотри-ка, что у меня за диковинки». Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и рукодельница увидела, что под периной пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жалко бедной травки. «Вот ты говоришь, — сказала она, — что старик добрый. А зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет Божий не пускаешь?» «Не выпускаю потому, что еще не время, еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла. И кабы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежную периной, да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло. А вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно. А зерно крестьянин соберет, да на мельницу отвезет. Мельник зерно смелит, и будет мука. А из муки ты, рукодельница, хлеб испечешь». «Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, — сказала рукодельница, — зачем ты в колодце-то сидишь?» «Я затем в колодце сижу, что весна подходит, — сказал Мороз Иванович. Мне жарко становится. А ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает? Оттого и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета». «А зачем ты, Мороз Иванович, — спросила рукодельница, — зимой по улицам ходишь, да в окошке стучишься?» «А я затем в окошке стучусь, — отвечал Мороз Иванович, — чтоб не забывали печей топить, да трубы вовремя закрывать. А не то, ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть не закроют. Или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели. А оттого в горнице угарно бывает. Голова у людей болит, в глазах зелено. Даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что. Вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали». Тут добрый Мороз Иванович погладил рукодельницу по головке, да и лег почивать на свою снежную постель. Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала. Старичок проснулся, был всем очень доволен и поблагодарил рукодельницу. Потом сели они обедать.
Обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил. Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича целых 3 дня. На 3-й день Мороз Иванович сказал рукодельнице: «Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь, люди за рукоделие деньги получают, так вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков. Да сверх того, вот тебе на память бриллиантик, косыночку закалывать». Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет Божий. Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал: «Кукареку, кукареки! У рукодельницы ведерки пятаки!» Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась. А потом примолвила: «Вот видишь ты, ленивица, что люди за рукоделие получают. Поди-ка к старичку, да послужи ему, поработай. В комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини, да белье штопай. Так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати. У нас к празднику денег мало». Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки получить хотелось, и бриллиантовую булавочку тоже. Вот, по примеру рукодельницы, ленивица пошла к колодцу. Схватилась за веревку, да и бух прямо ко дну. Смотрит, перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый, сидит, поглядывает да приговаривает: «Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня возьмет, тот со мной и пойдет». А ленивица ему в ответ: «Да как бы не так. Мне себя утомлять, лопатку поднимать, да в печку тянуться. Захочешь, сам выскочишь». Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево. А на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят, да промеж себя говорят: «Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питалися, студеной росой обмывалися. Кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет». «Да как бы не так», — отвечала ленивица. «Мне себя утомлять, ручки подымать, за сучья тянуть. Успею набрать, как сами нападают». И пошла ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке, да снежные комочки прикусывал. «Что тебе надобно, девочка?» – спросил он. «Пришла я к тебе», – отвечала ленивица, – «послужить, да за работу получить». «Дельно ты сказала, девочка», – отвечал старик. «За работу деньги следуют, только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Поди-ка взбей мне перину, а потом кушанье изготовь. Да платье мое повычини, да белье повыштопывай». Пошла ленивица, а дорогой думает: «Стану я себя утомлять да пальцы знобить, авось старик не заметит и на невзбитой перине уснет». Старик и в самом деле не заметил. Или прикинулся, что не заметил. Лег в постель и заснул. А ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей и в голову не приходило. Да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась. Лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас. Все по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала, да чтоб большого труда себе не давать,
Как все было, мытое-немытое, так и положила в кастрюлю. И зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус, да еще кваску подлила, а сама думает: зачем себя трудить, каждую вещь особо варить, ведь в желудке все вместе будет. Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю как есть, даже скатерти не подослала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах. «Хорошо ты готовишь», — заметил он, улыбаясь. «Посмотрим, какова твоя другая работа будет». Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула. А старик покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье. И сделал обед на славу, так что ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню. После обеда старик опять лег отдохнуть, да припомнил ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано. Ленивица понадулась, а делать было нечего. Принялась платье и белье разбирать. Да и тут беда. Платье и белье ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала. Взяла было иголку, да с непривычки укололась, так ее и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил. Ужинать ленивицу позвал, да еще спать ее уложил. А ленивица-то и Люба думает себе: авось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать. Старик добрый, он мне и так за даром пятачков подарит. На третий день приходит ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить, да за работу наградить. «Да какая же была твоя работа?» – спросил старичок. «Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил». «Да как же?» – отвечала ленивица. «Я ведь у тебя целых 3 дня жила». «Знаешь, голубушка», – отвечал старичок, – «что я тебе скажу? Жить и служить – разница. Да и работа работе рознь. Заметь это, вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу. И какова твоя работа, такова будет тебе и награда». С этими словами Мороз Иванович дал ленивице прибольшой серебряный слиток, а в другую руку прибольшой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается. «Вот, — говорит, — что я заработала. Не сестре чита, не горсточку пятачков, да не маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный. Вишь, какой тяжелый, да и бриллианта чуть не с кулак. Уж на это можно к празднику обнову купить». Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол. Он был не что иное, как ртуть, которая застыла от сильного холода. В то же время начал таять и бриллиант. А петух вскочил на забор и громко закричал: «Кукареку, кукарекулька! У ленивицы в руках ледяная сосулька!» А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда, что сказано впрямь, что стороною, что шутки ради, что в наставленье.